Сегодня в видео вы увидите, как можно связать вот такой вот свитер крючком. Вязка похожа на вязание спицами. Это чередование ряда соединительных столбиков за заднюю петлю и ряда столбиков без накида за заднюю петлю. Мой свитер связан из пряжи Merino Extra 90, в ней в 50 граммах 90 метров и связан крючком 5 миллиметров. Дальше в описании вы увидите полностью расчет, поэтому вы сможете связать на любой размер, на любой возраст. Он еще у меня не постиран, поэтому резинка вот так немного выглядит. Резинкой мы обвязали горловину. Также у нас будет резинка на рукавах и по низу самого свитера. Резинка из соединительных столбиков за заднюю петлю. Начнем мы с вами с построения выкройки, но для начала нам нужно будет снять следующие мерки. Это обхват головы, обхват бедер, обхват груди, длина изделия, ширина плеч, длина рукава от плеча. И длину проймы мы будем уже высчитывать по формуле. Это все мои мерки. Так, дальше мы рисуем прямоугольник, где ширина изделия у нас обхват бедер плюс 10 сантиметров, поделенный на 2. Это и будет у нас вот ширина. У меня обхват бедер 88 плюс 10 это будет 98, разделить на 2, то есть ширина, к примеру, спинки у меня 49 сантиметров. И также и перед у меня 49 сантиметров. Длину изделия мы выбираем по желанию. Я взяла 50 сантиметров длину. Дальше у нас идет, как нам высчитать и нарисовать горловину. Перед спинкой у нас будет это просто прямоугольник. По низу у нас будет и спереди, и сзади идти резинка. Горловина будет только спереди вывязана на передней полочке. Мы делим прямоугольник пополам, ищем середину, проводим пунктирную линию так для себя. И вот от этой точки в равных частях мы откладываем, получается, нам нужно полуобхват головы разделить на 2 еще и вот от этой точки отложить. То есть если у меня обхват головы 55 сантиметров, я ее делю на 2. Это у меня 22,5. То есть вот этот отрезок у нас будет 22,5. И вот от этой точки мы откладываем по 11 сантиметров, там 11,25. Но в общем у нас вот этот отрезок будет 22,5 сантиметра. Так, пройму мы высчитываем по формуле. Это обхват груди делим на 6 плюс 3,5 равно 16. У меня будет пройме 16 сантиметров. И у нас остаются плечи. Ну, плечи тут получается ширина изделия. Из ширины изделия мы вычитаем ширину горловины и делим на 2. Получается, в каждом плече у меня будет по 13,5 сантиметра. Итак, мы узнали все в сантиметрах. Теперь нам нужно будет сделать расчет. Но перед этим нам нужно будет связать образец из 10 столбиков и из 10 рядов. Узор у нас получается чередование ряда соединительных столбиков и ряда столбиков без накида. Мы вяжем 10 столбиков, 10 рядов и измеряем образец.
у меня получается так, длина образца, это там, где идут столбики, 6 сантиметров. И где идут ряды, это ширина, тоже 6 сантиметров. И приступаем непосредственно уже к расчету. Нам в первую очередь нужно узнать, какое количество рядов у нас будет в изделии. То есть в ширине изделия, сколько рядов нам нужно будет провязать. Для этого мы ширину изделия в сантиметрах делим на ширину образца и умножаем на 10. Умножаем на 10, так как у нас в образце 10 рядов. К примеру, по моим меркам 49 мы делим на 6, умножаем на 10, и у нас будет 82 ряда в передней полочке и 82 ряда в спинке. Дальше у нас количество петель в длине изделия, то есть сколько нам петель нужно будет первоначально набрать. Для этого мы длину изделия в сантиметрах делим на длину образца, умножаем тоже на 10, так как у нас в образце 10 столбиков. Получаем 50, делим на 6, умножаем на 10, получаем 83 петли, нам нужно набрать. Дальше у нас количество петель в длине проймы. Для этого мы длину проймы в сантиметрах делим на длину образца и умножаем на 10. В пройме у нас получается 26 петель. То есть, когда мы будем сшивать изделие, 26 петель мы будем не сшивать, а оставим ее на рукава. Туда будем рукава пришивать. Количество рядов горловины. То есть тоже какое количество рядов у нас будет не сшиваться, а оставляться для горловины. Для этого мы полуобхват головы делим на ширину образца, умножаем на 10. У меня полуобхват головы 22,5, мы делим на 6, умножаем на 10. Получается 37,5, но так как у нас не может быть половины ряда, мы берем 37 рядов. И последнее это количество рядов плеча. Для этого мы количество рядов изделия вычитаем количество рядов горловины и делим на 2. 82 вычитаем 37, делим на 2, получается тоже неполное число 22,5, и я взяла 23 ряда. Делаем сразу расчет на рукава. Чтобы узнать, какая у нас длина рукава в сантиметрах, нам нужно будет из ширины изделия вычесть ширину плеч, это все в сантиметрах, разделить на 2 и полученное число вычесть из длины руки от плеча. То есть длина изделия у нас 49 сантиметров, это по моим меркам. Минус ширина плеч у меня 35, делим на 2, вычитаем из длины, получается длины руки от плеча, у меня получается длина рукава будет 44 сантиметра. Теперь нам нужно будет узнать, какое количество петель нам нужно набрать на рукав. Для этого длина рукава в сантиметрах, вот это вот число, мы делим на длину образца и умножаем на 10. Нам, получается, мне нужно набрать 73 петли на рукав. И какое количество рядов, какая ширина будет у рукава. Для этого мы длину проймы в сантиметрах делим на ширину образца и умножаем на 10. Полученное число мы умножаем на 2, потому что если мы не умножим на 2, это будет только половина рукава. Длина проймы у меня 16, ширина образца 6, умножаем на 10 и все полученное число умножаем на 2. У меня получается ширина рукава будет 52 ряда. Все расчеты у нас готовы. Теперь можно приступить непосредственно к вязанию. Нам нужно будет набрать 83 петли для изделия. Набираем 83 воздушных петли.
83 петли я набрала. Набираем 2 петли подъема еще. И во вторую петлю от крючка мы провязываем соединительный столбик. То есть у нас в обратную сторону мы вяжем ряд соединительных столбиков. Продеваем петлю и ею же провязываем петлю на крючке. Дальше также мы продеваем следующую петлю в крючок, вытягиваем нить и ею провязываем петлю на крючке. Это у нас соединительный столбик. Им мы провязываем весь ряд. Соединительные столбики — это у нас будет нечетный ряд. Столбики без накида — это будут у нас четные ряды. Таким вот образом мы провязываем весь ряд до конца. Я привязала весь ряд соединительными столбиками. Теперь мы набираем воздушную петлю, поворачиваем изделие. Это у нас будет низ изделия. Здесь у нас будет идти резинка. Я буду вязать из 10 столбиков. И по низу у меня будут все ряды из соединительных столбиков за заднюю петлю. Так, вяжем 10 столбиков соединительных за заднюю петлю. Дальше мы продолжаем вязать столбиками без накида все ряды. То есть у нас там осталось 73 столбика, и их мы вяжем столбиками без накида. Вот таким вот образом. Дальше продолжаем до конца вязать столбики без накида. Потом разворачиваем изделие в обратную сторону. Мы вяжем 83 соединительных столбика за заднюю петлю. Это будет у нас третий нечетный ряд. Опять поворачиваем изделие. На четном ряду мы по низу вяжем 10 соединительных столбиков резинки и 73 столбика без накида. Это у нас четные такие ряды будут. Нечетные у нас 83 ряда соединительных столбиков за заднюю петлю. Все изделие вяжем столбиками за заднюю петлю. Обязательно. Чтобы у нас получился вот такой вот узор. До конца провязала ряд из столбиков без накида. Забыла сказать, что последний столбик сверху и снизу мы провязываем за обе петли, чтобы ряд был более ровнее. Край, вернее. Так, провязали. Теперь набрали воздушную петлю, поворачиваем изделие, и у нас идет изнаночная сторона. Мы вяжем весь ряд соединительными столбиками. У нас 83 столбика получается. Вяжем до конца. Опять потом разворачиваем изделие снизу по лицевой, когда уже довяжете изнаночный. Дальше по лицевой стороне опять мы провязываем 10 соединительных столбиков и 73 столбиков без накида. Вяжем все за заднюю петлю. Так, и таким образом нам нужно будет провязать, мы сейчас вяжем перед. У нас сейчас вяжется плечо. На плечо у нас мы посчитали, что идет 23 ряда. Нам нужно провязать 23 ряда. Дальше у нас будет вывязываться горловина. Третий ряд, получается, соединительных столбиков. Вот одну петлю у нас осталось провязать. И, как я уже говорила, мы ее вяжем за обе петли, не за заднюю петлю. Провязываем полностью. Набираем воздушную петлю. И теперь я покажу, как, чтобы еще ровнее был край изделия, мы поворачиваем изделие не на себя, вот таким вот образом, а от себя, вот таким вот образом. И вяжем опять первый столбик, мы вяжем за обе петли.
провязываем соединительный столбик. И еще 9 соединительных столбиков на резинку у нас. Мы провязываем 4, 5, 6, 9, 10. И дальше у нас идут столбики без накида за заднюю петлю. Я провязала 23 ряда плеча. Дальше у нас идут убавки на горловину. Получается, у нас убавки, дальше у нас будут прибавки. В каждой прибавке и убавке по 8 рядов. Это на любой размер, на любой возраст, на любую длину. Отличаться только будут размером плеч, передом вот этим вот. Но убавки и прибавки будут по 8 рядов. Как мы будем вязать убавки? Вот я провязала уже 24 ряд горловины. И у нас получается этот ряд столбики без накида. Тут 3 осталось у нас, 1 мы провязываем столбик. И осталось 2 столбика. Мы начинаем уже с убавки. Мы продеваем крючок. То есть мы 2 столбика вяжем в одну вершину. Продеваем в 1 столбик, крючок вытягиваем нить, во второй продеваем, вытягиваем нить и провязываем все 3 нити в одну вершину. Вот у нас получилась первая убавка. Дальше мы набираем воздушную петлю, разворачиваем изделие. И получается, здесь у нас ряд соединительных столбиков идет. Во второй столбик от крючка мы продеваем крючок, вытягиваем нить. В следующий столбик мы продеваем крючок, вытягиваем нить. И вот этой нитью мы провязываем 2 нити на крючке. Мы также сделали убавку. То есть мы будем 8 рядов, в каждом ряду делать убавку. В четном ряду, в нечетном. И провязываем так 8 рядов. Провязываем дальше ряд соединительных столбиков. Разворачиваем изделие. Вяжем 10 рядов у нас соединительных столбиков. Дальше будут столбики без накида. И заканчиваем ряд с убавкой. То есть в конце четного ряда мы делаем убавку. И в начале нечетного ряда мы делаем убавку. Так провязываем 8 рядов. Я провязала 8 рядов убавок. Такая вот горловина у нас уже начинается. Дальше мы вяжем. Получается, у меня на горловину приходится 37 рядов. Из 37 мы вычитаем 16 рядов на 8 убавка и 8 прибавка. То есть минус 16 рядов, 21 ряд мы вяжем без убавок. Получается, у меня было изначально 83 столбика, минус 8 это 75 столбиков. Мы вяжем 21 ряд по 75 столбиков. То же самое вяжем чередование соединительных столбиков за заднюю петлю и столбиков без накида за заднюю петлю. И еще хочу сказать, что когда будете вязать, полотно немного будет косить. Это ничего страшного, после стирки все встанет на свои места. Все, вяжем дальше 21 ряд без убавок. 21 ряд горловины готов. Сейчас мы переходим к прибавкам. Нам нужно связать 8 рядов, и в каждом ряду нам сделать нужно прибавку. Так, для этого мы набираем 2 воздушные петли, разворачиваем изделие. Это у нас будет изнаночный ряд, сейчас идет. Во вторую петлю от крючка провязываем соединительный столбик. Мы уже прибавили 1 столбик. И вяжем весь ряд соединительными столбиками.
Довязали до конца ряда. Набираем воздушную петлю, разворачиваем, провязываем 10 столбиков соединительных за заднюю петлю и 10 столбиков без накида. Провязываем до конца ряда, и здесь будет у нас почти весь ряд лицевой, где идут столбики без накида. Провязываем еще 3 столбика, вот тут вот у меня осталось. И дальше, как у нас на четном ряду делается прибавка. Мы последний столбик провязываем, и вот в эту петельку, которая между рядами образуется, провязываем еще один столбик без накида. Таким образом мы сделали прибавку. Дальше мы набираем опять 2 воздушных петли, разворачиваем и вяжем во вторую петлю от крючка соединительный столбик. Все, и вяжем ряд весь соединительными столбиками. То у меня получается уже 3-й ряд, я делаю прибавки. То есть, чтобы сделать прибавку на нечетном ряду, где соединительный, мы набираем 2 воздушные петли. На четном мы просто лишнюю, не лишнюю, а петельку, которая между рядами, мы провязываем туда еще один столбик без накида. Таким образом мы провязываем 8 рядов. То есть у нас должно прибавиться 8. Я связала 8 рядов прибавок. Нам осталось провязать еще одно плечо. Прибавки связали, значит, у нас получается опять 83 столбика. Значит, мы вяжем еще 23 ряда по 83 столбика. И у нас будет перед уже готов. Потом его нужно будет постирать. Каждую деталь отдельно нужно будет стирать. Так как я говорю, что при вязании немного все косит, но после стирки все встает на свои места. Я довязала перед, но еще его не стирала, поэтому сшивать со спинкой я еще пока его не буду. Спинка у меня также уже готова. Вяжется она обычным прямоугольником из 83 столбиков и 82 рядов. У меня 83 при расчете, там добавился еще один ряд, 83 ряда у меня в итоге получилось. Просто без убавок, без прибавок вяжем обычный прямоугольник. Снизу у нас идет резинка из соединительных столбиков. Также я уже связала рукава, они вяжутся точно так же, как спинка, обычным прямоугольником. В рукаве у меня 73 столбика и 52 ряда. 53 тоже я добавляю один нечетный ряд для сшивания. Один рукав я уже сшила вот таким вот образом, что шов практически не видно. И сейчас я вам покажу, как сшивать будем мы рукава и перед со спинкой по бокам. Плечи и рукава к изделию мы будем пришивать уже иголкой, обычной иголкой. Так, мы сшиваем рукава. Когда мы закончили вязание, мы нить не обрываем, а ей уже сшиваем рукав. И также, когда спинку довяжете, оставляете нитки побольше для сшивания и перед на последнем ряду. Так, а как же мы сшиваем? Здесь вот у нас получается вот такой вот ряд, это изнанка, лицевой стороной мы складываем. Вот такой вот ряд, первый где-нибудь здесь вот продеваем крючок. Дальше в первый столбик другой стороны провязываем их вместе, затягиваем нить таким вот образом. И дальше получается вот каждую вот такую вот дырочку. Вот следующая, вот продеваем крючок.
На другой стороне мы продеваем в заднюю петлю столбика и провязываем соединительный столбик. Также тырочка, задняя петля и провязываем соединительный столбик. Таким вот образом провязываем весь ряд. Вот с лицевой стороны будет выглядеть вот так. У меня рукав белый, не такого другого цвета, чем основное полотно, но я добавила сюда также и голубой. То есть я вязала рукав из двух цветов. Если вам будет интересно, как вязать поперечное вязание из двух рядов, то напишите в комментариях, и я сниму отдельно видео. Вот я сшила рукав, это изнаночная сторона. Тут у меня лицевая, вывернем. Так вот выглядит. Белую ниточку я обрежу, голубую я оставлю, чтобы потом уже к основному полотну пришить рукав. Таким же образом мы сшиваем и перед со спинкой. Также складываем лицевыми сторонами друг к другу и с изнаночной стороны пришиваем друг к другу, оставляя недошитые 26 столбиков для рукава, для проймы. То есть сюда будет уже пришиваться потом рукав. И оставляем, у нас по расчетам 26, мы оставляем 27, потому что плечи зашьются и один столбик заберется на сшивание. Значит, оставляем 27 столбиков, на один столбик побольше. Все, остальные столбики мы сшиваем. Я сшила перед и спинку по боковым швам с изнаночной стороны. Теперь выворачиваем на лицевую и будем сшивать уже плечи. На плечах у нас 23 ряда. Буду я сшивать вот такой вот обычной пластмассовой иголочкой. Берем нитку. Таким вот образом продеваем. Закрепляем нить, чтобы она не убежала. Так, одеваем иголочку. И начинаем сшить. Получается ряд к ряду шьем. И стягиваем. Вот таким вот образом сшиваем до конца плеча, до конца начала, вернее до начала горловины. Одно плечо сшиваем и второе сшиваем. И потом нам останется пришить только рукава. Сшили плечи.
оба плеча. Теперь нам остается пришить рукава. Когда мы сшиваем сами рукава, нужно будет оставить ниточку для пришивания. То есть мы не полностью обрываем нить, а оставляем для пришивания ее уже к основному полотну. Так, ниточку берем, так как она у нас здесь посередине, мы ищем середину на самом свитере и сюда продеваем ниточку. Так, дальше у нас идет начальный ряд, получается перед это. И вот здесь вот за косичкой у нас идут вот такие вот петли. Между ними так вот две дырочки продеваем иголку, протягиваем нить. Дальше на самом рукаве подхватываем первый ряд. Дальше опять на передней полочке ищем вот сюда, чтобы вот эта вот косичка, как бы косичка, вот эта, она не была задействована, а только вот за ней, которые идут петельки, были задействованы. Косичка должна быть не тронута. Вяжем, получается, ряд к петле. Каждый ряд к каждой петле. У нас тут 26 петель и 26 рядов должно быть. И так сшиваем, получается, до плеча. Ниточку подтягиваем чуть-чуть. До плеча мы сшиваем. Дальше у нас также идет косичка, вот такая вот. Чтобы она была не тронутая, мы шьем, берем петли вот снутри, получается не снутри, а сбоку, вот таким вот образом. Получается, если мы вот так вот будем шить, то косичка будет не тронутой, она будет, ну, получается, прям идти рядом с рукавом. Сейчас я вам покажу, я один уже рукав пришила, чтобы косичка вот таким вот образом выглядела. И с обратной стороны тоже так же. Пришиваем полностью рукав. И дальше нам останется только обвязать горловину резинкой. Будем вязать резинку сразу к изделию. Сначала вяжем ряд столбиков без накида и будем уже вязать резинку. Ну что, свитер почти готов. Осталось нам вязать горловину. Мы начнем ее ввязывать столбиками без накида. Обвяжем полностью горловину, потом будем вязать резинку. Начнем мы вязать со спинки, с середины. Получается, вот этот вот столбик у нас средний. Присоединяем нить. Набираем одну воздушную петлю. И дальше, получается, в каждый ряд мы вяжем по столбику без накида. Так, вяжем лучше, получается, у нас тут идет второй
второй столбик, вот эта вот косичка, лучше мы вяжем в нее. Так вот обвязываем полностью. И не сказала, что вяжем мы с лицевой стороны. Потом резинку мы также будем дальше по кругу продолжать, тоже с лицевой стороны. Я ввязала полностью горловину. Теперь приступаю к обвязыванию резинкой. Набираю 10 воздушных петель. Первая петля, которая была на крючке, тоже считаю. Десять петель и 2 петли подъема. Буду обвязывать резинкой соединительных столбиков за заднюю петлю. Во вторую петлю от крючка вяжем соединительный столбик. Провязываем так 9 столбиков. Девять провязали. Теперь 10 продеваем крючок, захватываем нить. Теперь следующий столбик на изделие продеваем крючок, вытягиваем нить и вот этой петлей провязываем 2 петли, которые на крючке. Также вяжем соединительный столбик в следующий столбик на изделие. У нас получится 11 столбиков. Мы не набираем воздушных петель, разворачиваем. И во второй столбик от крючка вяжем соединительный столбик за заднюю петлю. И провязываем до конца 10 столбиков. Так, 9 провязали. Последний столбик мы провязываем за обе петли, чтобы ряд был ровнее. Таким образом провязываем. И набираем воздушную петлю, поворачиваем изделие, только с краю я поворачиваю не вот таким вот образом, не на себя, а от себя поворачиваю. Также первый столбик мы вяжем за обе петли, остальные за заднюю петлю соединительные столбики. Последний 10 столбик, как уже показывала, продеваем крючок, вытягиваем нить, в столбик на изделие продеваем крючок, вытягиваем нить и вот этой петлей провязываем 2 на крючке и еще один столбик провязываем. И таким образом полностью горловина готова, значит и готов весь свитер. Осталось его полностью теперь постирать. Мы стирали отдельно все детали, но теперь его в готовом изделии тоже надо постирать. Я буду стирать вручную с добавлением кондиционера для белья. В стиральной машине не буду стирать, потому что первый раз вязала из мериносовой шерсти и не знаю, как она себя поведет после стиральной машины. Ну, то есть она может, наверное, и растянуться. На этом все. Обязательно пишите свои вопросы в комментариях, я на них с удовольствием отвечу. Всем спасибо за внимание. Пока!